Изолента Лайф. Марат Баширов у нас в гостях. Один из умнейших людей современности. Человек, который анализирует любую ситуацию в течение долей секунды. Вот. Ну и мы с Петром Лидовым тут в студии для того, чтобы радовать вас и сообщать вам свежую информацию и давать вам какие-то направления, как эту информацию воспринимать. Доброе утро еще раз. Петр, Марат, доброе утро. Привет. Доброе утро. Ну что, Марат, хотел спросить, мы обсуждали в прошлый раз, вот тогда мы все в недоумении находились, вот помнишь, да, когда было сделано заявление по итогам переговоров, и тем вечером ты нас немного успокоил, мы как бы нашли такой полуответ на вопрос, что это было. Вот, с тех пор прошло сколько, уже 2 дня. Как-то все поменялось и, может быть, устаканилось, а может быть, наоборот, больше вопросов возникло. Потому что у меня в голове, я могу сказать, сначала устаканилось, а вот сейчас опять появляются вопросы, честно скажу. Я пока не буду их озвучивать, просто надеюсь, что ты как человек глубокий сам на них ответишь, но вот вопросы есть. Ну, мы так устроены просто, что мы все время сомневаемся. Пытливый ум, что называется, ногам покоя не дает. Ну, примерно стало понятно, что Мединский высказался неудачно, забыл сказать про цели, денацификацию, демилитаризацию. При этом зачитал то, что ему отдали на бумажке эти ребята из Киева. Остался за скобками вопрос, связанный с Абрамовичем, да, это можно отдельно пообсуждать. И примерно стало понятно, почему параллельно прозвучало заявление Шойгу о том, что есть снижение давления в разы, или как он высказался, на Черниговском, Киевском. Кратно снижена активность, по-моему, как-то так. Да, очень кратно снижена активность, но вот из того, я не военный эксперт, но какие-то знания есть, и я очень понимаю, что сейчас, знаете, такое рациональное переосмысление Генштабом тех задач, которые надо решить в ближайшее время, а это вот эти 3 группировки на востоке все-таки разбить. Это около Харькова, около Донбасса и Мариупольска. Ну, там вроде уже с Мариупольской почти все решено. Там даже гражданскую администрацию объявили. А вот с Харьковской точно что-то решать, потому что 2 вертолета, которые залетели сегодня до Белгорода, ударили по нефтебазе, они же прилетели откуда-то оттуда. На низкой высоте, значит, преодолели наши ПВО. Для понимания, когда вертолет летит на высоте 7 метров, его ПВО не видит. Соответственно, только те, кто с ручными ПЗРК где-то там сидят, ну вот они могут их засечь визуально и подстрелить. Это то, что вчера было, кстати сказать, под Мариуполем. Угу. Когда ополченцы увидели, идет вертолет 7 метров, не наш, ну вот они его и свалили, или 2 там свалили. 2 свалили, да, вроде бы. Да, вот примерно это понятно. То, что сегодня будет очередной видеоформат уже не очный, да, то есть не летят ни в Стамбул, ни в Минск, ни в Белоруссию, что переговоры будут продолжаться, и, возможно, мы сегодня услышим какие-то ответы нашей стороны на то, что Мединскому передали в печатном виде. Уже так быстро? Ну, судя по тому, что на сегодняшний день было объявлено, что будут переговоры, да, что-то, очевидно, мы услышим из всего этого. Но там же еще была вот какая история. Если я правильно понял, то другая сторона, украинская, она, ну, условно там, как это называется правильно, культурно говоря, дезавуировала, вот, так сказать, на простом языке опровергла сообщение о том, что, значит, они готовы поступиться вот некой территориальной целостностью или даже обсуждать этот вопрос территориальной целостности Украины, и сказали, что только по состоянию на 91 год никакого Крыма и Донбасса мы даже это не обсуждаем. Вот. В общем, не очень понятен статус этой бумаги, которую Владимир Ростиславович озвучивал, потому что ощущение такое, что та сторона это все не подтверждает теперь. Тут как раз ответ-то есть. Бумагу отдавал же Арахамия. Это у них там тот, который все время в кепке сходил, а сейчас почему-то снял ее. Мне в кепке больше нравился. Вот.
все опровергал Зеленский. И, кстати сказать, обратите внимание, когда Байден был в Польше, то с Байденом встречался Кулеба и министр вооруженных сил, не помню, как у него фамилия, Левченко, по-моему, или как-то так. А Зеленский не встречался. И вообще никто Зеленского физически в последнее время вот так вот отдельно, что называется, да, чтобы можно было его за руку потрогать, не видит. А ребята, которые занимаются видеомонтажом, все время троллят его вот эти, значит, видеовыступления, они говорят, что все записано на хромако. Это хромакей, да, это видно. Да. Это даже невооруженным глазом видно. Ну вот я не специалист, да, но сегодня... Это прямо очевидно. Да? Они даже сами понимают, скорее всего. То есть соглашусь, да. Не стесняется. Там прям волосы, вот это все. Да, там немножко разный свет, как бы вот неуловимая вот эта разница в освещении, она вот эту неестественность некоторую создает. Но неважно, да. Хорошо, и чего Зеленский? То есть его что, нету уже, что ли? Вы знаете, я думаю, что он есть, но гуляет версия, значит, почему появлялся Абрамович, потому что он якобы передал какое-то письменное сообщение от Зеленского в Москву, да, вот через Мединского. И есть такая версия, гуляет, что он не самостоятелен. Соответственно, отсюда вот эти разногласия и появляются. То есть он бы, может быть, хотел и удрать уже, и подписать там чего-то, да, и поговорить. Почему так истерит, да, всех просит, дайте мне там личную встречу с Путиным. Ну, потому что это подтвердит, что он находится вне контроля, значит, каких-то силовых людей. То есть на подобного рода встречи едут, буквально там, значит, 2-3 человека вас сопровождают, а уже не 30, не 40 бойцов. Вот поэтому эти разногласия лично я объясняю тем, что он все-таки под контролем, а вот эти ребята, они с более-менее какой-то, в общем, самостоятельностью, что называется, могут доводить до российской стороны. Вот другого просто объяснения нет. Да, то есть иначе, значит, сказать, что Арахамия стал главнее Зеленского, это глупость. Вряд ли, да. Еще такой вопрос, сейчас про Абрамовича поговорим тоже. У меня возникла вчера внезапно, собственно, гипотеза, не основанная ни на чем. А вот по, собственно, реакции на заявление Зеленского в российском обществе, вообще ощущение такое, что народ, если можно так сказать, глубинный, вот тот самый, он продемонстрировал абсолютно единую такую позицию решительности в отношении дальнейшего продолжения военных действий. То есть, грубо говоря, народ сказал, что мы не допустим вообще никакого перемирия, никаких переговоров, никакого там, я уж не знаю, хасавюрта или как это называть. Вот справедливо ли это мнение или все-таки не очень? Знаете, если бы не было даже этого заявления, его стоило бы придумать только для одного, для того, чтобы узнать на самом деле, а что думает народ. Закрытые соцопросы показали полное неприятие. Анализ соцсетей показал, что вообще 90% постов в русскоязычном сегменте соцсетей, которыми мы обычно пользуемся, там тоже, конечно, было негодование абсолютное. Это такой важный был индикатор для Кремля, что, в общем-то, даже при некоторых, может быть, там, значит, каких-то ошибках, да, то направление верное, народ поддерживает. Там я не уверен, что кто-то бы пошел бунтовать, если бы дальше пошли по этому пути, да, хотя, в общем, рано или поздно договор будет подписан. Но, тем не менее, конечно, это такой очень четкий сигнал, что патриотические настроения есть, они сильны, о том, что народ верит, что там на самом деле фашисты. Особенно после вот этих видео ужасающих, которые были там, значит, про демонстрирование с казнью наших солдат, значит, расстрелами. Сегодняшние тоже обстрелы, кстати сказать, 2 вертолетами, так уж давайте честно скажем, это тоже, значит, бросит в топку вот этого патриотизма дополнительные дрова. И, кстати сказать, это повод для объявления войны. Мы же не находимся в состоянии войны с Украиной. Когда вот я хотел отдельно этот вопрос тоже поднять минуты на 2, потому что там, в принципе, пересечение нашей границы – это прецедент, которого не было с 43-го, наверное, года, если уж так смотреть.
Да, и поэтому вот такие патриотические настроения, они, конечно, важны для тех, кто ведет боевые действия, тех, кто планирует и кто ведет. Потому что все-таки одно дело, когда ты там, что называется, под пулями, да, и тебе народ не верит, а другое, тебе говорят: парень, ты делаешь все правильно, мы тебя поддерживаем, никого не слушай, давай действуй. Тут, конечно, надо отдельно сказать вот просто очень быструю реакцию Кадырова, и это тоже повлияло на настроение, то есть это укрепило такую как бы собственную личную веру у людей. Я знаю, что количество просмотров вообще его телеграм-канала и других аккаунтов, оно резко выросло. Тоже интересный феномен. По поводу Кадырова, действительно, у него в Телеграме, ну, во-первых, он действительно очень быстро реагирует и высказывается совершенно однозначно, занимает четкую позицию. Вопрос вот какой, я опять же не знаю, насколько есть возможность такое комментировать, а есть ли внутри российского руководства, ну, например, разные какие-то лагеря, точки зрения, может быть, какие-то, так сказать, группы влияния. Одни говорят вот так, другие говорят так. Или в сегодняшней ситуации, в условиях санкций и прочее, все, Рубикон перейден, и мы все теперь в одной лодке. Вот можно ли спроецировать вот ту консолидацию, которая как бы в общественном мнении произошла, наверное, да, по этому поводу. Поэтому, кстати, мы тут обсуждали, отвлекаясь чуть-чуть, не сильно тревожит вот люди, отъехавшие там за границу и что-то там пишущие. Они, мне кажется, наоборот, усиливают консолидацию общества. А вот внутри правящих кругов можно ли предположить, что есть два разных лагеря? Или там все едино, вот с точки зрения твоей, как человека, знающего, что происходит? С точки зрения того, как принимаются решения, в первую очередь, в исполнительных органах власти, там, конечно, все действуют крайне технократично. Но вообще было видно, что последнее время политика Кремля, не очень последнее время, а последние годы, это лет уже 8, наверное, помните, значит, технические губернаторы, значит, технократы, да, вот эта же кадровая политика, она внедрялась и в исполнительных органах власти. То есть там люди про политический контекст не думают совершенно. Их приучали, их заставляли, значит, думать вне политических каких-то логик, а именно эффективность, расходование средств, скорость принятия решений, экспертное, квалифицированное заключение, да, значит, вот эти все ОРВИ, оценка регулирующего воздействия, эффективного, практического воздействия. Вот они действуют как технократы. Это, вот, на мой взгляд, очень важно. Это же такой даже элемент, знаете, мобилизационной экономики. Это как в армии, тебе, в общем, приказали, ты идешь, делаешь. На гражданской службе такого нет, да, значит, там нет, в общем, приказов. Там есть распоряжения и твои административные должностные обязанности. Но, тем не менее, здесь тоже действует все очень эффективно. И видно, что правительство было готово. Поэтому, когда, знаете, вчера вот курс доллара резко упал, а рубль у нас опять, значит, укрепился. Ну вот я, в общем, последнее, в чем, наверное, сомневался, это в Центробанке. Но и здесь видно, что выбор Набиуллиной и ее команды – это было верное решение. То есть все-таки так унизить Байдена, который тут 2 дня назад говорил рубль, $200, или там, в общем, как это, наоборот, да, значит, 200, значит, рублей за 200 рублей доллар. за доллар, да? Да, то, да. Что ему так впарил, да? Да, а сегодня 84, да. Ну, даже если есть там какие-то механизмы искусственные, да, с точки зрения ограничения торгов на бирже, но это тоже все-таки надо было продумать и эффективно использовать. То есть сколько прошло-то, в общем, 3 недели, да, значит, как мы там обрушились или сколько. А мы уже вернулись фактически к этому курсу. Кстати, еще будут падать, на мой взгляд. Вот из-за этих газовых контрактов тоже было просто гениальное решение, на мой взгляд. Я просто хотел сказать, что у нас часто звучит в ютубах критика Центробанка, причем довольно такая, ну, как бы политизированная, мягко говоря, по поводу, что там продались какой-то элите и так далее. Но я бы хотел сказать, что сейчас с финансовой точки зрения Центробанк противостоит, возможно, сильнейшему в истории, да что там, в истории, мировой истории,
сильнейшей атаки со стороны финансовых институтов Запада на российскую экономику. И пока, вот по результатам, да, вполне все с честью они выдерживают и контролируют ситуацию просто блестяще. Мне кажется, я не глубокий Причем я бы, специалист. знаешь, что добавил буквально на одну секунду, да, что вот эта первая атака, она всегда самая мощная. То есть с ней всегда тяжелее всего справляться, потому что задача свалить быстро и показать народу, что все провалено, пора валить правительство и президента. Да? И вот эту вот первую волну мы прошли, на мой взгляд, просто идеально. Марат, может быть, еще не но проходим. Марат, еще по поводу Абрамовича, раз уж мы заговорили, у меня была вот какая гипотеза. Она может быть бредовая, просто хотелось, опять же, с умным человеком проверить свою догадливость. Мне показалось, что Абрамович мог быть тем человеком, который единственный на этих переговорах в состоянии, довольно прямо и относительно откровенно поговорить и с Зеленским, и с Путиным. И вот в этом его роль. Потому что, например, понятно, что Мединский, он с Путиным, может, и может, но с Зеленским точно нет. Эрдогану вообще никто не верит наверняка, что он там говорит, что одному, что другому. А вот такой человек, наверное, нужен, который может донести что-то и до того, и до другого. В данном случае им оказался Роман Аркадьевич. Может такое быть или это глупость? Это может быть, да. Значит, подобного рода переговорщики неофициальные, они очень часто используются правительствами, это правда. И к нам тоже очень регулярно, помните, приезжал Киссинджер. То есть тот, кто уже не имел какого-то официального статуса во властной элите США, но тем не менее его принимал наш президент. Это было несколько раз, его принимали другие официальные лица. С Романом Аркадьевичем здесь, знаете, значит, что не любят его в России. И поэтому его публичное появление на переговорах, оно и вызвало вот это недоумение. То есть одно дело, он бы там, что называется, где-то за стенкой поговорил, да, в общем, как у нас говорят здесь, а потом бы где-то там еще, значит, где там этого Зеленского держит, или с Арахами там где-то в курилке он бы поговорил, и этого бы не было по телеку видно. А тут, когда получается, значит, непонятный статус человека, значит, которого не любят, то есть с него то снимают санкции, то накладывают, то у него самолет забрали, то его, значит, вернули, то тут Чубайс удрал и якобы живет у него, в общем, в России. У нас же народ быстро складывает очень простые конструкции. Поэтому, когда вот это все понеслось, там, да, а что он там делает? Вот это была, в общем, ошибка. Ошибка именно в том, что он появился в паблике. А он эту ошибку сам никак не предвидел, что ли, получается? Или? Ему-то выгодно было, в принципе, появиться и засветиться. Потому что для него это... Повышение статуса, тем более в текущем. Да, я понял. Да. То есть Савин где-то сидит там, значит, далеко. В Лондоне очень переживают вместе с Фридманом, что там у него еще уборщицу забрали. А вот, значит, Роман Аркадьевич у нас тут и с самолетом, и со всем остальным, да еще и сидит на переговорах, да еще и Эрдоган его чуть ли не другом там называют. У них же была такая очень короткая встреча. Вот. Это, в общем, тоже подчеркивает, что с каким-то ресурсом он там появился, с какой-то задачей, и тот же Эрдоган это понимал. Иначе бы, конечно, на эти переговоры Абрамовича бы просто не пустили, тем более, что он там еще сидел, по телефону разговаривал, по сотовому. Это уж совсем было удивительно. У меня тут возникла аналогия интересная, тоже, может быть, ты прокомментируешь, по поводу Мединского и многие, вот этой критики Мединского, когда он там вышел, и многие были, знаете, что говорят, что, вообще Россию должен представлять другой человек, он должен быть там могучий, такой вот весь, чтобы, как сказал, чтобы земля дрожала. Я вспомнил, что на переговорах с Чечней в Хасавюрте Россию представлял как раз генерал Лебедь. Вот, потому что там земля дрожала, дай бог, да, а считается, что это, в общем, довольно позорный факт в нашей истории, и тут одно из двух, либо, собственно, все-таки не фигура решает, до чего там договариваются, либо все-таки не от внешней стати фигуры зависят договоренности, а от каких-то других все-таки факторов. Как бы ты вот это прокомментировал? Вы знаете, во-первых, список
делегации определяет президент. Если он так решил, значит, у него были какие-то соображения. Посмотрим, что сегодня изменится в составе этой комиссии. Значит, говорят, что Мединский все-таки останется, и, значит, доверие президента к нему остается, значит, он какие-то задачи, которые поставлены перед ним, решает. А с точки зрения сравнения Лебедя и Мединского между, значит, Хасавюртский или, значит, нынешний договор, ну, конечно, вот каждому моменту свой, что называется, переговорщик. То есть я более... Ну, я уверен, там, значит, что в тот момент, когда будет подписание уже вот этого договора, как он там будет выглядеть, я не очень понимаю, честно говоря, потому что для того, чтобы его подписывать, перед этим надо принять очень много законов, которые закрепят определенное положение в законодательстве Украины. Для этого надо Раду собрать, для этого надо это все проголосовать. А это опять там клоунада с Порошенко, с Тимошенко и кто там у них еще, значит, будет кричать. Да, это сейчас видится просто невозможным. Я просто представить сейчас их собрать всех в одно место и, так сказать, дать трибуну каждому. Что же там будет-то? Поубивают друг друга точно, как минимум. Но вот в этот момент как раз делегацию будет представлять кто-то другой. То есть сейчас речь идет о господине Лаврове, но вполне возможно, что там будет и, в общем, кто-то другой, может быть, будет и Шойгу, что называется. Вот вам и генерал Лебедь. Чем не Статин? Ну, наверное, да, может быть. Все-таки стратегически, если рассуждать, наверное, последний вопрос, у нас 3 минутки есть на эту тему поговорить. Стратегически будущее... Я понимаю, что не военный эксперт, но тем не менее, будущее военной операции и будущее Украины, с твоей точки зрения, как на сегодняшний день выглядит? Будет Украина, не будет, 2-3 их будет, 1? Я думаю, что будет распад все-таки государства, отвалятся восточные, южные области, потому что они достаточно настрадались, и даже при всеющем промывке мозгов мы видим с вами, как там встречают наших солдат, тех же чеченцев, как благодарят, гуманитарку разбирают очень быстро. Вот. Что будет с центральной и с западной, это, конечно, вопрос пока такой не очень понятный и зависит как раз от скорости проведения военной операции на Востоке. Может быть, поэтому так наш центральный штаб и ускоряется, перебрасывает часть войск на Восточный фронт, так его что ли назовем. Вот этот удар по Белгороду, по этой самой, у нас есть, кстати, кадры, сейчас я скину в наш чатик, туда можно их показать. Насколько это, ну, я не знаю, с точки зрения психологической, пиар-цели, военной цели, что это такое было, зачем это нужно и какой эффект это дало? И дало ли какой-нибудь вообще той и другой стороне? По нефтебазе с вертолетами с этими вчера. С военной точки зрения абсолютная глупость. Я, в общем, думаю, что, знаете, откуда снабжаются ГСМ наши бронетанковые войска, но это точно не оттуда. Это, очевидно, какая-то, значит, обычная, в общем, гражданская нефтебаза. Вот. А пиар-эффект, еще раз хочу сказать, что это только консолидирует российское общество. То есть перенос войны на нашу территорию, тем более силами 2 ударных вертолетов. Думаю, что это, во-первых, получит очень мощный военный ответ. Думаю, что прилетит куда-нибудь туда же, в такой же гражданский НПЗ, там тот же Кременчугский, один из крупнейших, кстати сказать, НПЗ на Украине, и тогда уж совсем там будет катастрофа, до сих пор его не трогали. С точки зрения вот юридической оценки, вот мне тут очень интересно будет посмотреть, как это будут трактовать, или теракт, и тогда это не повод для объявления войны, да, или это казус белли. И тогда, кстати сказать, тут надо взвесить, какие юридические возможности у нас появляются. Вот тогда, кстати сказать, договор о капитуляции вполне может уже вот обречь такую форму, да, то есть одно дело, в общем, договор, давайте об этом договоримся, другое дело, когда будет договор об окончании войны и, соответственно, договор о капитуляции и заключении мирного договора с неким разделом, как это было после Второй мировой войны в отношении Германии, репарациями и всем остальным, кстати сказать. Ну и вот тогда, наверное, вместо Мединского поедет Шойгу. Ну, образно, условно. Ну, я бы еще Кадырова послал.
Значит, как минимум не очень подписывать, но поприсутствовать. Это было бы лучше, не сказал бы шоу, но я бы сказал, лучшая видеокартинка, наверное, в последних, не знаю, десятилетий на мировом уровне. Марат, спасибо большое. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо.